Привет, друзья! Это видео призвано ответить, куда же я пропал. Летом я переехал из Подмосковья в Республику Карелия в частный дом. Так как нахожусь в транспортной доступности от сердца Европы, Финляндии, решил показать вам финскую барахолку Кирпуху. Это чтобы немного заполнить перерыв в выпусках, а заодно поделиться новостями, мнением и немного рассказать про планы. Звук хромает, особого монтажа нет. И вот почему. Сейчас у меня затяжной ремонт, а большинство моих вещей, в частности игровых, до сих пор лежит в коробках. Да чего уж говорить, даже интернета первое время не было. Ростелеком, который безраздельно монополизировал местный рынок, издевается и говорит, что провод от столба через дорогу напрямую в дом кинуть не может. Ставьте свой столб, милый пользователь, за 10 тысяч рублей. А уж мы тогда и провод вам навесим вместе с первосортной лапшой. Потому перебиваюсь вот как-то USB-шным свистком от МТС, который с горем пополам дает 3G интернет. Помню, поведал я знакомым ВКонтакте про то, что я был в Финляндии. На местной барахолке видел Xbox, Sonic 2 по 30 евро, да картриджи на Super Nintendo по десятке. Сними, говорят, это чудо света. На мои отговорки, что игровые вещи попадаются здесь редко, отмахнулись. Снимай и все тут. В общем так, место действия где-то в Йоэнсу. В Финляндии вещи не принято выкидывать. Человек приходит в специальный магазинчик, покупает себе место на месяц или иной срок и выкладывает свои вещи. На комиссионку похоже. В основном здесь встречается одежда, игрушки и посуда. Но никогда не угадаешь, что увидишь. Цена вещи зависит от жадности владельца. Тут можно и за евро купить что-то полезное, например, носки шерстяные ручной вязки, или какую-то дрянь вроде мятой солдатской фляги за пятнашку. При том, что в магазине столько же стоит новое. Поэтому надо цены примерно знать и не кидаться все сразу в тележку положить. И эта кирпуха довольно дорогая, бывает дешевле. В основном-то интересно просто найти нечто необычное. Важен сюрприз, сами знаете. В этот раз в предновогодней суете все раскупили, и по моей игровой части ничего не было. В принципе, сами все можете увидеть. Жаль, что диснеевские комиксы, в изобилии здесь имеющиеся, все на финском языке. А теперь немного про канал скажу. Видео я постараюсь и дальше снимать, тем более накопилось достаточно много всего. Хотелось бы вместе с вами выбрать тему ближайшего выпуска. Вот только не смейтесь, что планы наполеоновские, ладно? Скорее всего, это будет в 2017 году. Хотя, как знать, может и в конце декабря. До этого декабря 2016 года. Хватит подшучивать. Во-первых, пришли репродукции на Famicom, так что уже давно просится выпуск про Twin Famicom. Он давно, в общем-то, без дела стоит, да и откладывал я все потому, что игры у меня общеизвестные. Денис-то у многих была, и не хотелось сделать обзоры на общеизвестные игры. А вот про приставку и реплики, может быть, кому-то интересно. Пожалуй, надо бы снять мимо крокодил. Так как я не люблю снимать шмапы, то про них. Далее, я купил себе Game Gear. Честно сказать, в руках лежит довольно удобно. Но вот экран настолько убог, что глаза устают больше, чем от первого геймбоя. И вроде с подсветкой, и цветной. В общем, про Gear надо бы тоже что-то снять. Было еще желание рассказать про Neo Geo Pocket. Он сейчас в Москве, остался у моего друга Дмитрия. Но для задуманного надо подождать китайцев, а потом все надо еще мне по почте переправить. Давным-давно лежит у меня N-Gage. Здесь все неоднозначно. Хотел рассказать про один эксклюзив, но его надо пройти, да еще заснять как-то. Платформа не эмулируется, не захватывается. Только камера, только хардкор. Также я хотел бы что-то снять про Dragon Quest. Конкретно про серию или про 7-ю часть. Не решил еще. Игра очень продолжительная. 7-я часть примечательна переизданием на яблоки и ведра, а также на 3DS. То есть все предпосылки для последующего выхода в Steam есть. В переиздании сделали полностью трехмерную графику и обновили перевод. На английском пока, правда, на 3DS, а другие платформы удел японцев. Я с весны 3DS не включал, а тут глянул и ахнул. Вагон тем. Все же знают, что раньше надо было дорогостоящий мод делать, чтобы выводить картинку по кабелю на комп. Теперь вот владельцы прошитых приставок могут по Wi-Fi стримить. У меня Wi-Fi сейчас нет, но сам факт. И еще эмулятор Citrus. Пилят себе и пилят. Релизнули даже.
В общем, я прогнозирую, что в 2017 году по этой платформе будет больше обзоров. Может, даже парочка моих. Конечно же, эльф. Эльф лежит и гад ждет. Лежит и ждет его реплика. Рядом. Материал собран, но пока я все в голове держу. Надо зафиксировать на бумаге. Плюс я еще хочу, чтобы вышла в свет новая ревизия. И парочка игр. Да, на него адаптируют игрушки. У меня уже с десяток на картридже записано. Ну, в общем, про эльф это такой объем работы, что видео по MSX по сравнению с этим покажется детской сказкой. А я его тоже делал долго и много сил вложил. Хотя, может, не все заметили. Немаловажно отметить, что мой старый эльф попал неведомыми путями к кластеру. Алексей упомянул мой канал в своем видео, и спасибо ему за это, пришли подписчики. Также благодарю Дмитрия с канала Old Heart. Он рассказал про каналы, которые смотрят, и упомянул мой, что тоже дало приток подписчиков. По ельцинской традиции надо сказать, что я устал и ухожу. Нет, я отдохну, но просто пока не прихожу. А своим коллегам хочу пожелать не сдаваться, не удалять каналы и продолжать качеством радовать зрителя. Ведь если гнаться за толпой и за количеством, можно потерять себя. Сейчас на моем канале около 1000 зрителей. Принято по такому поводу снимать отдельные ролики, но можно считать это видео таким. Казалось бы, цифра небольшая, а темпы роста никакие. Не совсем так. Цифра большая. Вот в поселке, куда я переселился, всего 850 человек живет. Дорогие мои зрители, я очень рад, что мы вместе и нас связывают общие интересы. Мне важно не число. Просто хотелось делиться своими мыслями с думающими, разносторонними людьми, которые обладают собственным мнением. Уж простите, что испытываю ваше терпение. Я искуплю это кровью. Какой нафиг кровью? Качеством искуплю. Такой вот суматошный выпуск. Счастья, здоровья. Ой, если вдруг пропаду, то с Новым годом вас. С 8 марта и 23 февраля. И не забудьте написать в комментариях, что дальше вы хотели увидеть на моем канале. Пока.